Задаем вопрос по теме холотоп. Практика, которая появилась в нашем пространстве. Что это такое? Идет такая фраза «космическое сознание». Как это связано с этой практикой? Практика расширения. Что, например, Ну, да? куб вот этот, Мгм. да. И на основе этого просто вот ты его То видишь. есть Что это настраиваться с такое, да, этим. как это влияет на человека, что происходит в этот момент. Что происходит в момент, когда я слежу вниманием за этой точкой? Настройка мозга на частоты. Ну, знаешь, вот как будто бы как сдвиг такой определенный происходит. Вот я его вижу, как будто если бы я на этом уровне была, потом как, знаешь, так оп. То есть как более объемное видение, во-первых, и это более высокий уровень восприятия. Восприятие чего? Что Вос- воспринимаешь более высоко, на более высоком уровне? Более высокий уровень, знаешь, как пространство, то есть уровень пространства и себя в этом пространстве. Как влияет это на человеке, на физике? Человек, который смотрит эту Человек, который практику, это смотрит, делает, выполняет эту эту практику. практику, как это влияет на физику его? Здесь на важный момент вот эти 4 стадии, которые то есть 4 стадии проведения этой практики. И каждая эта стадия, она, отвечает а что это вообще значение какое-то имеет для человека, который это делает? Он входит в эту практику с намерением, ну, как уйти от тех ограничивающих моментов, которые присутствуют в нем. Фокус внимания во время вот практики на этом остается и происходит как отпускание, знаешь, как разрыв нейронных связей определенных в мозгу. И когда заканчивается эта практика, как происходит, ну, как освобождение вот этих нейронных связей, то есть на физике они как разъединяются. Человек выходит из нее уже, ну, как с меньшим количеством физических вот ограничений, которые у него есть. А это происходит, за одну практику или ее надо повторять и сколько, если нужно? Сейчас у меня еще вот по поводу вот финальной части. А что финальная часть дает? Она, знаешь, она как вообще а, как, как подтверждение перехода в некое другое состояние. То есть, условно, когда человек вот эти заходит, да, вот у него есть намерение и к изменению. И вот это вот финальное, вот как вот это вот, ну, финальное вот эти вот то, что идет там по нескольким вот этим, это условно, знаешь, как вот прошел в определенной игре, прошел по уровням и оказался как на новом, ну, как в новой комнате условно или на новом уровне. И вот здесь ты уже как фиксируешься, что вот я здесь нахожусь, и вот это как некая такая финальная точка, как завершение практики. То есть показываю себе, что без этого не было бы фиксации в головном мозге вот этих, ну как изменений. Изменения проходят за один раз. Здесь очень важна как отпускание фактор готовности к изменениям и фактор момент отпускания, то есть не концентрации на чем-то, как вот такое вот, знаешь, сейчас возникает внутри чувство, когда вот человек захватился за что-то и вот прям держится вот так судорожно ручками, так за что-то держится. Вот в этом случае будет фиксация, то есть не будет вот этого вот в голове вот этих разрыв нейронных связей, как их отпускание, не будет происходить. То есть здесь очень важно состояние такого как отпускание чувства
непривязанности и чувство предвосхищения, неизвестности. То есть вот эти вот вроде как простое упражнение, оно должно, ну не то, что должно, а вот оно будет максимально иметь эффект, когда есть вот это чувство отпускания и предвкушения, как вот едешь куда-то, когда в новое место, в котором ты не был, как ну, в какое-то путешествие. И вот здесь как раз должно быть вот такое чувство. Касательно, да, вот был вопрос, я не ответила, хотя и шла информация касательно, сколько нужно выполнять эту практику. То, что вот как некая вот подложка для этого, это я сказала, то есть то, что внутри вот во время упражнения этого, что будет способствовать максимальному эффекту от отпускания, непредвзятость. А касательно, как долго нужно выполнять эту практику интуитивно, то есть все вот по как наитию идет, то есть эффект идет, эффект, то есть как вот я себе показываю, как по ступенькам поднялся на ступенечку, потом следующую, так вот. И вот сколько этих будет ступеней, какой они будут высоты, и условно, насколько круто, да, вот это вот подъем этот будет. Это все зависит от человека, это все очень индивидуально. И здесь тоже очень важен процесс отпускания этого. Эффект идет раз за разом. И достаточно ли одного раза, да или нет? Нет. То есть здесь должна вот как вступить в силу. Вот у меня идет, что минимум 21 день, как вот ну, некая привычка. То есть здесь, кстати, тоже вот это тоже очень условная цифра. Все зависит от особенностей мозга человека. То есть здесь в данном случае должно как определенное пройти количество дней, которое соответствует укоренению определенных, укоренению даже не фиксация, а как это, на более такой, как кристаллизации нейронных связей в мозге человека. И здесь должна быть определенная продолжительность, и она индивидуальная, как индивидуально я для каждого, кто эту практику, для каждого человека. И здесь интуитивно вот, то есть если возник импульс делать, то делаю. И потом вот этот импульс, он как пропадает, как исчезает. То есть можешь даже просто забыть об этом, вот, и вот это будет соответствовать вот как некому процессу завершения того, что вот как пришло. И здесь у меня вот идет такое, что это не от физики идет этот импульс, а вот как от высшего аспекта, от сознания приходит это, именно от сознания, которое вот более высокого уровня сознания, как некий импульс для расширения, для изменения, для переключения с одной личности на ту личность, которая может воспринимать в более широком смысле пространство и себя в нем. И вот этот импульс, он просто потом как испаряется, и уже ну, как не хочет, не то, что не хочется, то есть ты себя в любом случае, то есть это такой вот очень интуитивный процесс. В момент там завершения будет как раз момент, что, ну, условно, что я, ну, то есть нет желания, и как будто я ну, как бы вот этот момент завершения процесса, он просто, что нет уже, не то что фиксация, а нет импульса вот этого дальше делать. Влияние на событийный ряд есть? Есть ли влияние на событийный ряд? Да или нет? Да, есть. Идет, ну вот показывает, что во снах идет такая, как серьезная, это сейчас просто со снов пока вот, что первое пришло, такая, ну как, то есть активизируется, всплывают в подсознании какие-то события, какие-то недоделанные, незавершенные, как показывая себе вот отношения, что-то такое, или то, что уже вот как отжило и не имеет никакого смысла, и вот это вот, ну, такое вот всплывает.
более активно, касательно жизненных ситуаций, событийного ряда. Все, опять же, зависит от готовности. Если есть фиксация на физической реальности, если есть эффект ожидания, что вот мне сказали, что я должен это делать там столько-то дней, и у меня должно быть то-то, то-то и так далее, то тогда это будет фиксация, и вот эта волна, как поток вот этот свободный событий, он не польется, не пойдет. А если же человек с эффектом этого отпускания заходит в этот процесс и вот дает себе полную свободу, как это он будет эту информацию воспринимать, и что из этого вообще получится, то тогда, в зависимости от того, насколько быстро будут изменяться его нейронные связи, как они даже, вот я себе показываю, то есть какие-то разъединяются, какие-то соединяются. То есть там идет довольно-таки активная такая вот как, ну, как сказать, активная работа физически на мозге. И в зависимости от этого, как он переключается на новую личность, у этой личности уже другие события. В общем, в зависимости от скорости этого движения внутреннего идет, ну, как он может очень быстро, как в ускоренной, показываю себе, как вот если ленту видео промотать быстро, так раз, и все, и много событий раз произошло, потом может быть какая-то пауза. Ну, в общем, это все, да, влияет, но как влияет, очень индивидуально и зависит от того, что я выше сказала, насколько вообще человек готов к изменениям. То есть чем больше у него вот этот будет пройден вот этот путь, тем больше может событий происходить, каких-то даже внутренних осознаний, может быть определенные, как такие озарения, вспышки, либо переосознание самого себя. Человек может начать как ощущать, ну как вот может себя, может очень сильно поменяться восприятие пространства, самого себя. Ну, то, что я выше говорила, что здесь еще есть, еще важное. Знаешь, как идет как соединение вот с чем-то. Знаешь, вот как вот у меня пришло, это вот как космическое сознание, что это как практика, ну вот что это как некая структура, которая дала эту практику человеку. И Откуда эта информация пришла? откуда эта информация? Это инопланетная цивилизация, да или нет? Нет. Это с Земли информация, да. А на Землю эта информация откуда пришла? С Земли. Так, откуда с Земли? Ну, это на Землю. Ну вот, Марин, сложно здесь, видишь, у меня как бы есть у физического ума информация об Тогда этом. задача этой информации в чем была? Для чего она вообще была запущена в информационное поле человечества? Так, какая Какие задача? цели? Ну, в общем, ну, как бы у меня, что это все-таки как некая параллельная реальность, вот оттуда пришла эта информация. Но это тоже, ну, как Земли. Земля, она только другое. То есть там уровень развития людей совершенно другой. И здесь в качестве помощи, что хотели, чем помочь, как ускорить процесс повышения вибраций, процесс освобождения вот от человека, от вот его наложений, от вот этих наслоений. Как вообще эта информация, насколько она широко распространена в пространстве информационном Земли? Ну, знаешь, как вот показываю себе, если в целом на планету смотреть, то есть это как выборочные, знаешь, такие как огонечки, раз, два, то есть это не массово, она не пошла массово, эта информация, а как только, ну, скажем так, очень маленькое количество людей, небольшое, то есть загорается, так, ну, как Если загорается, процентное загорается. соотношение какое?
Ой, ну Сколько? там, знаешь, запятая 0,001 условно, то есть маленький очень процент. Но мне идет 0,001%. Вот так. Вот с общего количества людей. Но и здесь опять же, то есть она как, то есть человек воспользовался ей, там тынц, сделал, там кто-то другой и так далее. То есть это не то, что как вот идет, например, и волна охватывает, и все там практикуют и так далее. Нет, такого нет эффекта. Но это вот, ну вот, это вот в этих точечных моментах это имеет очень большое какое-то значение. А здесь эффект не массовости, а эффект как вот этого индивидуального процесса трансформации. Это как, знаешь, как вот есть люди, которые ходят в мишленовские рестораны, и их очень маленький процент среди всего населения. И из тех, кто ходят, из них очень маленький процент тех людей, которые действительно понимают вкус этого, и тех людей, которых это расширяет, то есть они, получая как вот этот чисто земной опыт поглощения еды, как я что здесь хочу себе сказать, они трансформируют свои вибрации через эти простые земные удовольствия в своей способности это воспринять. Это как вот люди, которые могут слушать музыку классическую, их тоже очень маленький процент, именно слушать и слышать. И вот это, ну, в общем, здесь как бы суть в том, что через земной опыт получать возможность как вот ну, вибрационного, как трансформация вибрационного. Как же это объяснить-то? Что я хочу здесь сказать? Но вообще вот этот опыт, как бы вот этот опыт холотопа, его ну, вот можно сопоставить вот с тем, что я выше сказала. И здесь суть именно в том, как человек, находясь вот в этом земном опыте, может его начать воспринимать как с более высокой точки зрения, не обесценивая его, а наоборот. Ну, то есть получается, знаешь, такая как шкала земное, и вот, ну, как условно, да, это понятно, что вот находясь здесь, в этой плотности, осознать себя вот именно осознать себя большим, и при этом не отрываться и не обесценивать то, что здесь происходит. Но это как подъем на более высокий уровень, как на более высокий этаж, условно, восприятия. И при этом не отрываясь. То есть как вот, в общем, как-то так это выглядит. А что это в итоге дает человеку, эта практика? Переход на новый уровень восприятия. И практика эта хороша тем, что этот переход, ну, то есть как человек переходит, реально остается на этом уровне. То есть я себе показываю вот опять, как в компьютерной игре, там прошел по каким-то лестницам и раз оказался на более высоком уровне, как на втором этаже условно. А если человек прекращает потом это делать, эту практику, и чегось? Прекращает, значит, она ему на тот момент не нужна. И если у него рождается... В общем, она как сделала свое дело условно. А если у человека позже возникает как импульс или вот вспоминание того, что есть у него такой инструмент, он может... Да, ну да, у меня сразу тут идет информация, что он становится более гибкой личностью. То есть такая не тягучесть, а текучесть появляется вот именно в нейронных связях. Более легко становится уходить от того, что было как таким достаточно жестким, как с принятым, и перейти вот, то есть вот такая вот, то есть это такой инструмент, который позволяет человеку вот быть более гибким. Здесь очень важно именно как вот непривязанность, непредвзятость к этому процессу и относиться к этому как к игре. А вот мне сейчас такая информация еще идет, а вот эти звуки, которые там встроены в эту практику, они вообще важны. Они создают определенную структуру восприятия.
этой информации, как в комплексе. То есть визуально идет восприятие и аудиальное. А они там как-то структурированы. Они, знаешь, они вот как вот, знаешь, как не то, что вот, как же это сказать. То есть человек, когда следит за этой точкой, он как бы погружается в определенное как состояние, ну, такое что-то вот сродни гипнотическому. Ты. А вот там эти звуки раз, и его как будто фиксируют. То есть вот в какой-то, то есть его вниманию не позволяют уходить, а как бы раз. То есть это, знаешь, это вот как картина такая, как создание объемной картины восприятия вот этой информации. У меня идет нет, что там нет скрытого какого-то смысла, а именно для того, чтобы создать определенный как 3D-эффект, но именно с учетом звука. Ну, в общем, как они используются для усиления эффекта как такой, как странности, то есть что-то странное происходит. Это позволяет как мозгу немножечко так раскорячиться, и вот определенные вещи, ну вот как отпустить вот некую структурность, и это позволяет вот этим нейронным связям легче, ну, как перестраиваться, да, вот это вот. И в идеале, то есть либо надо в наушниках слушать эти звуки, ну, либо погромче включать. А вот есть ли разница, если человек смотрит, например, на смартфоне или на компьютере? Есть ли разница, да или нет? Ну, у меня идет как и нет. Но здесь зависит еще от зрения. Если у человека зрение не очень хорошее, то, может быть, лучше там на большем экране. Но сильно большое, то есть когда человеку придется вот так головой крутить, тоже это не очень хорошо. То есть какой-то небольшой экран, может быть, планшет или ноутбук. Так, если мне здесь что-то добавить по холотопу, да или нет? Нет. Когда впервые в физическом пространстве, в информационном поле Земли появилась информация о практике холотоп. В 30-х годах информация была передана через, вижу сейчас, транзисторы. Прям старое радио такое, с датчиками, и как вот прибор, как радио, монитор, и там бежит вот как отслеживание звука, график идет. Впервые эта информация была передана как звуковая волна, была поймана любителям, радиолюбителям, который эту информацию через звуковое восприятие записал, и она была как азбука, через азбуку Морзе передана. Вот он это записал. И эта информация, это как была непонятно, ну, то есть откуда и что. Причем этот информационный поток, звуковая волна, она была достаточно ясная, четкая, что настолько это, что как будто он подумал, что как будто он настроился на какую-то частоту, радиочастоту, ну вот земную. То есть о том, что это была какая-то частота внеземная, речи нет. То есть настолько это была волна, такая, ну, легко считываемая. А на самом деле откуда был посыл, источник, передачи? Ну, у меня идет с корабля, космический корабль, который был на орбите Земли в этот момент, достаточно близко, недалеко. И была запущена вот это как тестовая такая версия звуковой волны. Ну, причем они как бы понимали, что она будет воспринята. То есть это прям вот как... Эта информация была дана без расшифровки дальнейшей. Своего рода эксперимент, который был дан, а дальше шло наблюдение, как эта информация начнет разворачиваться в поле, в пространстве, имеется в виду физическом. И что дальше было? И это было вот эти вот времена, 30-е где-то года. Эта информация, она была передана от внеземной цивилизации, да или нет? Да.
Эта информация, причем эта информация, она была как передана уже вот как не какие-то звуковые сигналы, которые долго там расшифровывать и так далее, а как вот прям вот нате, прям нате, получите. Прям такой громкий сигнал, ну как вот можно его воспринять, ну, так считать как громкий, ясный, четкий, но непонятно откуда. То есть вот если я смотрю с позиции вот того человека, который его воспринял, он его так считал, как будто это вот FM какая-то радиостанция передает, но как бы все равно непонятно. Вот как от своих как будто. Как дальше развивались события относительно вот этой практики холотоп? Это человек, который считал, это мужчина, женщина? Это мужчина средних лет, в очках. Он это зафиксировал, информацию. Но в нем я не чувствую что это какое-то озарение там или еще что-то. Она просто вызвала в нем какое-то ощущение странности, легкий импульс. Он как ее переписал на бумагу, точка, точка, тире, вот он ее переписал на бумагу. Потом периодически она ему как, ну, и отложил, и периодически ему как попадается, и он раз простукивает этот ритм, простукивает ритм. Потом как-то его раз опять отложил, и вот его как бы нет, вот с ним, в принципе, это все как по наитию. Вот этот листок, он ему на глаза попался, он его опять постучал, ну, как бы непонятно, что это как-то. То есть, по сути, он как вот что, а как это действовало тогда? Вот как эта информация, она на него действовала? Это как вот чистая вибрация, то есть когда он каким-то образом ее простукивал, это запускался механизм, ну вот как механизм, а что за механизм в голове его запускался? Акцент идет на голову, что в этот момент? Она как эта информация ту-ту-тун, 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 тун-тун, ту-ту-тун, ту-ту-тун. Она у него как в голову, потом как вот записывалась как нейронная вот такая дорожка, и он потом периодически, вот я вижу, как он на машине едет, и такой стоит, значит, на светофоре, и по рулю вот так, я вижу руку, он ритм отбивает. То есть ему вот этот вот темп, он потом как у него везде с ним. Так это для чего этот темп-то с ним? Что по сути с этим мужчиной дальше происходит? У меня такая идет информация, что этот человек затем откроет, он как этот, какие-то связанные с радиоволнами приборы, он как придумает какую-то деталь, которая спектр больше восприятия будет. То есть какие-то технические вот такого момент, что-то сделает, какую-то деталь, что радио будет как диапазон больше брать. Вот. И дальше у него появляется, с ним выходит на контакт. Сейчас идет слово как первый контактер. То есть этот человек, его как готовят в дальнейшем вот подготавливают его разум, вот его вообще к первому взаимодействию, как первому контактеру, как с первым контактером. Причем это очень не просто так прилетели, да, здрасте, а эмоционально, морально, психически. И это очень длительное время проходит. И у него был первый контакт с представителями, да или нет? Да, я вижу его. Это темная какая-то вот вечер, и он как стоит на физике. Напротив него стоят существа, и он как, причем перед ним стоят один невысокого роста, и как за ним еще стоят, только выше.
как люди. А первый у меня, вот я его сейчас вижу, как Башар, вот он прям сейчас на меня смотрит. Я вот вижу его, он прям на меня сейчас смотрит. И, сейчас опять я вижу со стороны эту картину, этот мужчина стоит, но он как-то в каком-то таком, как неком оцепенении. И я вижу, что этот мужчина стоит с закрытыми глазами и как во сне, он как сонный. И у них ментально происходит. Так, дальнейшее, что происходит с этим мужчиной? Вот ты знаешь, в дальнейшем я, кстати, его вижу, этого мужчину, он начинает развиваться ну, в научной сфере. И я его сейчас вижу уже более зрелым. Он такой, рубашка, на нем жилетка, и он как, ну, как профессор выглядит, вот как преподавательская деятельность на кафедре сидит. Такой, за ним доска большая, вот такие, как это, В эти аудитории, да? аудитория такая вот университетская, очень большая, просторная, пустая аудитория, и он как будто вот занятие закончилось, и он сидит, что-то, какие-то тетрадки, ну не тетрадки, ну что-то вот, ручка у него в руках, и вот он что-то записывает себе, аудитория пустая, кафедра такая высокая, то есть такое вот университетское это пространство, и он уже в возрасте в таком, я вижу, он седой, волосы седые, бритый, бороды нет, усов нет, такого среднего телосложения, рубашка светлая, жилет, черные брюки, темный жилет, седовласый, такой прям белый весь, волосы такие удлиненные, очки, и он что-то пишет на кафедре. Сидит. И у меня сейчас идет как физико-математическая у него деятельность. Он в какой Физика, стране? это не Россия, это не русская. Это не что это за кафедра? Это в каком университете? Это какой-то, это Штаты, это Америка. Это Америка, Калифорнийский университет идет. Калифорнийский университет, Калифорния. Физмат, физико-математическое, как это называется, ну, отделение. Направление. Да, и химия, там еще тоже есть слово химия присутствует. И это прям такая исследовательская, научно-исследовательская деятельность. А еще он книги пишет. Как его зовут? Как его зовут? Лоренто, Барнериус, Роберт Барнелиус. Что-то как-то так идет. А вот у этого мужчины, у него потом были контакты вот с представителями другой цивилизации, да, или нет? Нет. Причем у него вообще, то есть, я вот его вижу как обычного, ну, как обычный человек, который, ну, он не помнит, у него нет То есть у него не отпечаталось в сознании, да, правильно? да, то есть в сознании нет этого, что у него был контакт с представителями, то есть он дальше стал развиваться вот в эту сферу благодаря вот этому взаимодействию, но он о нем не помнит. То есть этот контакт был, но у него в памяти это не осталось, это осталось как сон. То есть этот сон, который он помнил всю свою жизнь дальше, он у него в сознании есть, этот сон был, остался, и он про него помнил, он к нему периодически к этому сну возвращался. И во сне, кстати, он с ними продолжал взаимодействовать. То есть взаимодействие продолжалось во сне, причем у него даже они какие-то ему как эти чисто технические моменты подсказывали, вот даже вот на таком этом. Но он это воспринимал все как сон. То есть у него в сознании не оставалось это как взаимодействие. То есть,
А контакт, вот когда ему сны снились, с ним контактировали на физике или ментально? Но это прям такая была телепатическая связь. То есть, с ним на физике, вот прям вот он стоит, перед ним стоит этот человек, ну, это существо. Этого уже не было, это было один раз. Но их взаимодействие, когда он выходил в сон, оно было, ты знаешь, не просто на тонком плане, вот как с интерферентами, да, взаимодействие, а именно телепатически. То есть они связывались То есть телепатически? они с ним телепатически общались. То есть они прям ему как бы, они, грубо говоря, мысленно общались. И он также во сне с ними общался. То есть это прям общение было вот телепатическое. А Вот. суть этого общения? Они передавали знания о технологиях? Они как этот, да, он для них был как источник, у которого был потенциал развития, и он как транслятор. От него вот эта информация шла дальше. То есть он стал преподавателем, и вот он эту информацию, которую они ему помогали, то есть они в техническом какие-то исследовательские вот работы, которые он вел, они как его, ну, направляли, Направляли. да, в не то, что они прям ему давали, прям вон на, все, иди, а как у него там ум, они как ему вот этот потенциал умственный расширили, дали ему вот этот импульс и подсказки давали. А он как вот во сне, вот он там выбирает, у него сколько-то вариантов, да, и они ему помогали, направляли, в какие русла. И он как Эйнштейн во сне, типа, вот приходило у него озарение, а этот тоже так же. Но это был вот с ним прям реально вступали в телепатический контакт, но у него эта информация оставалась как В уме, да? В все-таки в физическом уме. уме, в физическом уме она оставалась, но он про нее как про сон. Он ее как сон воспринимал. То есть сначала у него там даже было как какая-то это типа шизофрения, ну, опасение, что у него что-то с головой. Потом они убрали ну, вот эту активность такую немножко снизили, и у него какое-то время шло привыкание. И потом он это уже с этим как смирился, ну ладно, я буду считать это, что мне во сне, и начал это использовать как уже вот, ну, такую особенность, да, в работе даже своей, ну да, в дальнейшей. То есть он там, окей, я буду считать, что это сон, что это не это. То есть он их даже, ну, не воспринимал как каких-то инопланетян там или еще что-то. А существа это что? Что за существа? Любопытно. Так, а вот эти существа, кто эти представители? Ну, у меня сейчас картинка стоит перед глазами, вот этот Башар из этого, ну, Это ССАНИ? из видео. Он у меня прям вот стоит перед глазами. Я прям вижу вот это глаза его голубые, вот такие большие. Это они Так, передали информацию Холотопу? информация была передана вот ССАНИ представителями. Он кивает головой мне. Да. Какой молодец. Да. Инструмент. Говорит, что данный инструмент был передан нашими представителями нашей цивилизации. Говорит, есть ли у вас какие вопросы? Я мог бы ответить. Расширить ваш спектр познания. Напротив меня вот так я его вижу. Прям. Ну, пусть про Холотоп расскажет, но сегодня исследуем эту тему. Да, мы исследуем тему про холотоп. Зачем это нужно вообще? Готов, говорит, поделиться знанием. Очень любопытно. Для этого информации передана. Расширение восприятия, возможностей собственного потенциала. Представьте, что есть объем. Он мне сейчас показывает, вот если взять резиновый шарик, да, и взять из такой плотной резины, плотная, этот шарик
даже при сильном надувании кислородом будет определенного размера. Но сама эта резина, она имеет в себе столько потенциала, что если использовать горячий воздух, ну, надувать, то эта резина будет подплавляться, и размер шара начнет увеличиваться. Объем его, ну, вот этого поступления кислорода внутрь будет значительно больше. Да, эта резина, она будет истончаться, и она растянется ровно до того состояния, для которого предназначена, до которого у нее есть ресурс. И уже этот шар, он приобретает вот такой большой размер. Хотя изначально он был вот такой. Но был плотная резина. То, что представляет собой данный продукт, то, что называется холодок в вашем пространстве, это своего рода тот теплый воздух, который заходит внутрь шара и начинает разогревать вот эту плотную резину, и позволяет этому потенциалу растянуться ну, до максимального размера. Слово максимум здесь употреблять не совсем, оно несет некий негативный контекст, подразумевающий ограничение и даже надрыв какой-то. Здесь слово максимум лучше использовать как потенциал, ну, как бы человека, он, ну, не как у шара, да, потому что сейчас я чувствую, что вот это я, как Марина, говорю, он говорит, что да, шар — это как бы просто аллегория, чтобы было понятно, что шар может лопнуть, да, поэтому возникло вот этот во мне, у Марины возникло это, он как бы дает понять, что у меня возникло, что тоже человек может лопнуть, да, если долго. Он говорит, нет, то, что человек не лопнет, потенциал человека, он очень большой, безграничный, можно сказать, потенциал даже данной физики, которая сейчас находится и функционирует на планете, у нее тоже достаточно большой потенциал, но он как бы даже в таком зажатом состоянии, вот как это прорезиненная, как вот толстая резина, у которой еще есть большая возможность на растяжение. Так вот, у человека, который будет слушать данную программу, у него появляется вот эта возможность расширения своего потенциала, так как это потенциал, он раздвигает возможные границы, ограничения, сюда может заходить еще дополнительные дополнительные ресурсы, дополнительная информация, дополнительные возможности, которые в дальнейшем выстраиваются в разные логические события. Это то, как вот пример с тем исследователем, о котором я, Марина, говорила в самом начале, что изначально это был любитель, радиолюбитель, который просто ради своего хобби занимался различными техническими характеристиками разных приборов. А в дальнейшем, через 10-15 лет, это стал сведущий профессор, ведущий ученый в своих кругах, который раскрыл огромную возможность восприятия новой информации для того времени, которая была усвоена огромным количеством учеников. То есть этот один человек, он по сути раскрыл огромные возможности потенциала для других. Пошла вот эта цепная реакция. Вот, поэтому данная, так, Практика. все.
Чё всё? Все, ну я сейчас все. Дальше что? Ну, суть вот как. Да, можно продолжить. Как дальше, что дальше продолжить? Ну, Так, я там сбилась немножко. Сейчас. что он, расширил с помощью этого, то есть, пошла волна на других людей. Да. И в итоге, что эта практика дает? И в итоге какая вот конкретная, вот сейчас тогда понятно, а вот сейчас эта практика, она какой за собой, несет, цель, задачу, какую перед собой ставит эта практика? Для чего она в нынешнем контексте дана людям? Может ли ответить нам представитель? Да, с удовольствием объясню. На здесь, практика эта действует все в том же формате, по тому же принципу. Безусловно, расширенность возможностей у нынешних, представителей человеческой расы значительно больше, но эта расширенность, к сожалению, в силу того, что информационный шум, который создается на планете в настоящий момент, он усложняет, вычленение того, что ресурсно, и то, что на самом деле расширяет потенциал человека. И у данной конструкции, имеется в виду программа Холотоп, уже есть некая другая, формация. Это уже, так скажем, по-вашему, это уже апгрейд. То, что вы ставите 2.0, 3.0, это имеется в виду новая программа, усовершенствованная, к вашим нынешним реалиям и позволяющая вычленять из пространства резонирующие в соответствии вашему мозгу, ваши вибрации, волны. Это своего рода как навигатор, который уже дает возможность расширенному, мозговому центру человека, если хотите, можно так, вот именно, возможности, они уже расширены, плыть в нужном направлении в соответствии со своей вибрационной частотой. И это своего рода буфер, который закрывает от информационного мусора. То есть ваш мозг, который, создан как восприимчивый продукт, предмет, что? Сейчас, тихо, замолкло все. Так. Да, совершенно верно. Человеческий мозг создан как восприимчивый, объект. Опять здесь я торможу. Что? Слово какое можно Субъект? подобрать? Нет. Аппарат, который воспринимает все, что вокруг него происходит. То есть это, специфика человеческого, вашего, говорит, мозга, фиксировать все, что он видит. Но так как на здесь и сейчас, информационный шум превышает все допустимые нормы, на которые был, заточен, так скажем, этот физический орган, получается, что этот информационный шум начинает блокировать. То есть и здесь уже получается так, что расширение есть, а использование потенциала в нужном русле невозможно, так как это сродни тому, что лодку в океан выпустили, но завалили ее мусором. Вот просто, что даже капитану лодки негде притулиться. И лодка плывет еле-еле,
вот черпая, прям вот вижу, как я черпая вот этими боками воду, того гляди, перевернется. Причем в этой лодке навалено такое количество мусора, вообще абсолютно, что там невозможно вообще, ну, как ничего. Вот эта лодка, она не может свою функцию выполнять. Вот эта красочная картина, она говорит о том, насколько сейчас захламлен как человеческий этот орган, и здесь и сейчас данная программа Холотоп, она действует как, во-первых, вот фильтр, который дает возможность, во-первых, очиститься, освободиться от всего ненужного, что человеку мешает, что его тормозит, что его сбивает, он вообще не понимает, ну куда ему двигаться, зачем и чего. Это вот это слово у меня сейчас идет, сепарация происходит, это вот это своего рода очищение от всего ненужного, от этого мусора, вычищение этого мозга, вот этого всего. И затем уже происходит настройка, и включается некая навигационная программа, которая позволяет с теми вибрациями, которые у человека присутствуют в его естественном состоянии, они являются его естественными вибрациями, он как начинает двигаться в то направление, где эти вибрации сонастраиваются с пространством, соответствующим его деятельности, его существованию, его реализации. Вот, то есть появляется ощущение свободы, легкости, освобождения и творческой реализации. В этом состоянии, когда человек свободен, раскрепощен, в нем эта творческая созидающая, вот эта энергия, из которого создаются различные творения данного пространства, она в нем освобождается и начинает циркулировать, начинает активно разрастаться. И здесь совершенно по-разному она начинает реализовываться. То есть люди реализуются, это не обязательно, это я сейчас, видимо, артистов себе, вот этих вот художники у меня сразу, нет. Это может быть реализация совершенно разных ипостасях. Я даже вижу хлеб пекут, как они называются-то? Пекари. Повара, пекари, да. Я вот прям пекаря вижу, вот у него булочки какие-то, вот он это, но это так самозабвенно делает, что у него даже эти булочки какие-то супер полезные, там какие-то воздушные, в них нет каких-то химических этих, которые там на кишечник влияют, то есть там даже вот такая, то есть это булочки, но какие-то супер булочки, супер полезные булочки, вот. И этот сейчас, кстати, стоит напротив меня и хихикает, ну, улыбается, что это Но может они-то быть. булочки не едят. Да, но это он показывает мне, что это может быть совершенно, ну, люди совершенно разных профессий. То есть, ну, вот эта вот энергия, эта творческая энергия, она начинает свободным образом циркулировать, и появляется вот это состояние радости. То есть человек переходит в такой уровень, вот если брать нейтральность, ноль, да, минус один это нижняя вибрация, да, когда вибрация опускается, человек испытывает тревогу, тоску, периодически как в поиск себя, он не очень понимает, что он хочет, куда делать, что делать, делать ли вообще что-то. Вот это вот прям я вижу вот эти тревожные состояния, которые плюс-минус то усугубляются, то чуть успокаивается, но это как вот он поднимается выше к этой нейтральной планке, и тут отпускает, он вроде как что-то там чувствует, и вроде куда-то что-то надо, но не понимает. А вот когда человек практикует вот этот холотоп, то он из позиции, вот если у нас вот это будет 0,
то он переходит в позицию +1. И вот в позиции +1 он уже находится либо нижняя планка для него, он просто в состоянии нейтральности находится и спокойствия, просто нейтральность такая. А +1 это для него это нормальном состоянии иметь хорошее настроение. Это то, когда человек вот раз глянул в окно и улыбнулся, вот просто ничему, ну, просто ничему, просто вот ветерок, просто вот солнышко, вот небо, вот там что-то там увидел. То есть состояние его нормальным становится +1, или вот, ну, или это вот когда ему как-то он устал, да, у него физическое тело ну, обесточилось, и, да, имеется в виду, ну, вот отработал день, да, надо перед сном, у него ровное состояние, он просто в состоянии нейтральности находится. Вот это будет говорить о том, что он устал, ему нужно отдохнуть, там, что-то как-то, какие-то там ванну принять, поспать и так далее. И нормальное его состояние – это +1, это состояние радости. Это для него нормально. И вот данная практика, она позволяет освободиться и выйти в то состояние, в ту плоскость, в то пространство, где человек начинает быть тем, кем он является на самом деле, на здесь и сейчас. Он начинает творить, создавать из состояния осознанности и из состояния радости. Как широко эта практика, как они видят, будет распространяться на планете? Это зависит от многих факторов, но на самом деле это не имеет никакого значения. Все происходит ровно в том темпе и ровно в то время, когда это благоприятно, и они готовы подождать. Они понимают, что для вас здесь и сейчас много факторов, которые могут отодвигать фокус внимания на какие-то разные позиции, в разные другие ситуации. Но мы также видим, насколько этот ресурс начинает быть востребованный у большего количества людей, нежели это было даже 5, 6, 8 лет назад. Прогресс, он очевиден, и люди, которые начинают вовлекаться в этот инструмент, они как начинают распространять, как тот самый ученый, который обучал своих учеников. И по сути нам не важно, что каждый человек должен проходить эту практику. Важно, что кто-то один проходит эту практику, а затем начинает транслировать определенное состояние. И люди, которые взаимодействуют с этим человеком, они также невольно начинают поднимать свой вибрационный уровень, они начинают выстраиваться в некий баланс, чтобы войти во взаимодействие с этим человеком. Не этот человек опускает свои вибрации, а люди, которые появляются в его пространстве, они автоматически начинают эти вибрации поднимать, и тем самым происходит та же, собственно, реакция, которая идет с помощью данной программы Холотоп, но может быть с менее фиксированным результатом, но тем не менее цепная реакция тоже имеет место быть. Я сейчас как Марина хочу вот что сказать. Тут имеется в виду, что Холотоп, он чем, вот я сейчас, судя по тому, что он там мне транслирует, он сейчас интеллигентно замолчал, я прошу прощения, что перебиваю. Хочу, да, сказать, что Холотоп имеет с собой то свойство, когда смотришь, нет этого отката.
он мне сейчас кивает головой, что как бы вот ты его смотришь, у тебя этот процесс, он как фиксирует тебя. А вот когда люди, просто вот, ну, соприкасаются с другими людьми, их вибрация повышается, там, конечно, когда их взаимодействие заканчивается, там возможны откаты. Ну, в том плане, что он может там, сваливаться в свои проблемы. А данная вот эта практика, она позволяет как, зафиксироваться. И даже если эта практика прекращает, свою, деятельность, если вы прекращаете, сейчас он продолжит, прекращаете свое взаимодействие, то вы все равно, как бы не падаете вниз. Вы, остаетесь на том уровне, на котором прекратили, вашу практику. И двигаетесь, согласно вашему темпу, с вашему ритму. И, да, кстати, я не спросила, как зовут нашего собеседника. Башар, он говорит, вы также можете меня называть Башар, чтобы не путать, и не смущать, транслятора, имеется в виду меня. Потому что есть сомнение, что вдруг я что-то сейчас не так пойму, скажу и так далее. Этого будет, достаточно. Так, Башар, тогда скажи, у меня такой вопрос. Да, сколько эту практику, делать? Как она на физику человека? Есть ли у нее какие-то негативные, влияния на физику? Негативное влияние на физику на том, уровне, на котором может быть, сбой у физических органов, полностью отсутствует. Для того, чтобы, отсутствовала перегрузка эмоциональной системы, человеческой психической системы, мы просим, проводить эту практику не более 1 раза в день. Не форсировать события, не ускорять, не, загружать себя дополнительной информацией, так как, она не приведет к ускоренному, метаболизму, имеется в виду ускоренному развитию. Вы быстрее не побежите, вы идете ровно в том темпе, который, свойственен персонально каждому индивидууму, в его, вот, ну, исходя из его уровня развития. И неважно, если даже вы будете 10-15 раз слушать подобную практику или там что-то еще, какие-то делать различные практики, которые якобы увеличивают, убыстряют ваше развитие, ваши вибрации, это не соответствует действительности. Вы можете надорвать свое психическое здоровье, вы можете надорвать свое эмоциональное состояние, разочароваться, не получив определенного ожидаемого результата и уйти, свернуть с этой полосы совсем. Поэтому ваша поговорка «тише едешь, дальше будешь», она абсолютно соответствует, но я бы ее усовершенствовал и сказал, едешь ровно в своем темпе и будешь там, где ты должен быть в тот самый момент, в тот самый день, час, и когда это необходимо. Все. Вот. Ну вот он нам персонально рекомендует эту практику выполнять, Башар? Башар, да, практику нам рекомендовал бы выполнять конкретно вот мне, Марине и Юле. Он говорит, что моя рекомендация, она опять же, будет носить условный характер, потому что каждый персонально, индивидуально, вы сами уже прекрасно это знаете, вы будете выстраивать на собственных ощущениях, на собственных импульсах, и ваше собственное желание будет подсказывать вам, конечно, она
облегчит ваше движение в этом пространстве, в котором вы сейчас находитесь. С моей стороны, я с удовольствием бы рекомендовал для себя, ну, в смысле для себя, для нас, продолжать заниматься вашей деятельностью, и практика холотопа, она будет как, как вот он показывает, она как вот дорога ваша станет более комфортная. Вот он мне сейчас показывает, что можно идти по дороге, как это, проселочной такой, вот промятой, да, а можно идти по вот плиткой выложенной набережной, комфортней. Так вот, вы уже идете в этом направлении, так вот, практика холотоп, она просто вы идете сейчас по протоптанной, так скажем, вот проселочной дороге. А практика холотоп, она по эту дорогу расширит и сделает ее очень комфортной. Я сейчас ее даже вижу такой, знаешь, как вот как бегают по которой. По стадионам такая поверхность пружинистая, да, по которой очень, комфортно ходить. Ты идешь, ногам комфортно. Вот он мне сейчас показывает такую картинку, что этот холотоп, он позволит просто идти очень комфортно, легко, получая удовольствие от путешествия. А вот еще вопрос, а сама эта практика, им-то зачем? Их в чем интерес? Так, Башар, да, ваш интерес, Ну в вот чем? зачем они дали это, и сейчас вот как бы это распространяется в наше время? Им-то это зачем? Он мне сейчас аналогию проводит с садом. Зачем вы высаживаете цветы? Зачем вы ухаживаете за цветами? Зачем вы делаете, как этот ландшафт называется? Украшаете. Ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн. Вы украшаете пространство, в котором вы живете. А зачем вы делаете ремонт в вашем доме? Потому что, зачем вы, украшаете свои, дома, улицы, вежливо говорите со своим соседом, отзываетесь, если у соседа что-то не получается, вы ему предлагаете свою помощь и вместе решаете задачу возникшую. Мы также являемся с вами участниками одного пространства. Мы вместе здесь творим, создаем наш дом, творим свою реальность. Первая была фраза, он говорил, творим свою реальность. И мы заинтересованы напрямую, чтобы помочь вам выйти на то состояние, когда вы будете в состоянии, ну, спокойствия и радости. Тогда взаимодействие будет, намного, открытым. Тогда взаимодействие будет открытым. Вот скажите, вот, например, ваш, сосед пьяница, плохо там чувствует себя, у него что-то болит, он громко ругается, потому что он не может решить свою проблему, у него что-то там в доме не получается, у него конфликт в семье, он весь разъярен. А вам нужно совместно, говорит мне про лужайку. Вот совместную лужайку перед домом организовать, да, вот у вас дом рядом, вам надо как-то совместно какую-то деятельность сделать. Сможете вы договориться с этим вашим соседом, когда он в таком разъяренном состоянии находится? Будет он помогать вам решать какой-то совместный вопрос? Будет ли он заинтересован в том, что вовне происходит, что нужно вовне что-то менять, когда у него в его доме что-то такое сложное, с чем он не может справиться, что вызывает в нем бурю эмоций, вызывает проблемы с его здоровьем? Будет он обращать внимание, ну, там он мне сейчас показывает улицу, да, дорожка, и вот фонарь висит, в котором надо лампу поменять, ну, там как-то электричество. Будет ему до этого дела? Как вы думаете? Конечно же, нет.
Конечно же, нет. Будет вам приятнее, если рядом с вами живет адекватный человек, у которого там все благополучно в доме, в семье, он радостный. Вы вместе решаете какие-то задачи, которые касаются внешнего пространства, вашего внешнего пространства, в котором вы вместе взаимодействуете. И вы знаете, что этот человек в состоянии аффекта не сожжет ваш дом, не кинется там на вашу собаку, не будет ругать вашего ребенка. Вы будете понимать, что этот человек, у него все хорошо, он здоров. И я надеюсь, я объяснил этой аналогией наш интерес. Нам интересно, чтобы наши соседи жили в радости, гармонии, здравии. И тогда мы можем вместе очень гармонично взаимодействовать и творить великие дела. А взаимодействие земли, ну, человеков и Сасани на физике, оно же невозможно? Сейчас или в перспективе? Сейчас сложный вопрос, в каком контексте взаимодействия имеется в виду, чтобы мы жили с вами под одной крышей вместе одновременно на здесь и сейчас, скорее исключено, так как готовности и есть еще некая, вот он мне еще говорит, что есть еще некая вибрационная составляющая природного характера, которая вот чтобы они здесь находились долгое время, то есть будут некие изменения природы, ну, в этом воздуха даже, как им чище, вот как чище должна быть атмосфера. Я правильно понимаю, Башар, что можешь ли ты объяснить, чем вызвано, ну, может ли быть прямые контакты здесь? Да? Разовые контакты, они происходят. Даже на физическом уровне у нас есть возможность быть на материальном уровне, не вызывая не привлекая внимания, с некоторыми представителями человеческой цивилизации у нас есть контакт, о котором, вот сейчас говорит Марина, говорила ранее, например, такого рода уже к настоящему моменту накопилось достаточно, ну, там у меня идет где-то 112 человек, с которыми они вступали в физический контакт. Вот он сейчас там 112 человек, представителей. Это вот вы здесь и сейчас имеете в виду? Он такой говорит, да. С кем они взаимодействовали на физическом уровне. Это происходило. Для того, чтобы это взаимодействие было открыто, как вы подразумеваете, да, вот вам по телевизору в новостях объявили, как ваши представители, ваш президент, вы сейчас прям Путина показывают, и Башар жмут руку такие друг другу, он смеется, говорит, пока это очень странное, даже странно выглядит, но в дальнейшем взаимодействие между цивилизацией и представителями других цивилизаций вполне возможно. О сроках, физических сроках говорить пока надобности нет. По сути, это и не столь важно. Важнее то, как двигается и развивается само человечество. То есть выход вот на этот 0 плюс 1. Человек, находящийся вот в этом состоянии плюс 1 и 0, вот тогда только возможны какие-то реальные контакты с людьми, реальные. Это не фантастика, это уже, так скажем, делового уровня контакты, когда раса говорит с другой расой,
на равных. Да, это будет в ближайшей перспективе. Такое присутствие, оно возможно. Предполагается даже, так он говорит. То есть все, собственно, к этому и идет. Содружество. Содружество, единство. Это как логическое развитие дальнейших событий на этой планете. Следующий виток.